Привет всем! Это самый большой набор первого полугодия 2022 года. Набор 42-141 Формула-1 Макларен. Подразумевается, что это Макларен именно 2022 года сезона Формула-1. Вообще обычно все ждут выхода обзора самой большой новинки. Я, честно говоря, располагая первой информацией, не так ждал этот набор, как тот же шестиколесный вездеход, который я обозревал в предыдущем видео, кстати говоря. Поэтому этот набор оставил напоследок, хотя я знаю, что многие из вас ждут в большей степени именно его. Наверное, особенно это касается фанатов Формулы-1 и в частности фанатов команды Макларен. В наборе 1432 детали, его рекомендуемая розничная цена составляет $179. В рублях скажу так, что на 1 марта там, или на конец февраля он был выставлен по 16, по-моему, 900 в известном магазине эксклюзивов. Но на сегодня его цена составляет уже 25 тысяч, притом в наличии его нет. Набор категории 18+, и мне он сразу же напоминает о наборе 42-125. Это Ferrari 488. Такая же яркая коробка. Также на коробке нет информации о функциях вообще, есть только различные картинки. Единственное, о чем можно сказать определенно точно, это то, что модель выглядит красиво и ярко. Как и в случае с Ferrari, нас ожидает чисто полочный экспонат. Зачем я это сказал? Вы, наверное, теперь не будете смотреть дальше. Кстати, тех, кто не подписался на мой Telegram, на мой также Яндекс.Дзен, Рутюб, который, может быть, когда-нибудь выстрелит, но, скорее всего, нет, то на всякий случай подпишитесь. Все ссылочки на мои дополнительные аккаунты будут в описании под данным видео, поэтому едем дальше, пока вы подписываетесь. Прежде чем приступим к сборке и, не знаю, обзору деталей, расскажу небольшую интересную историю. Набор мы этот вскрыли с вами уже на стриме, на моем последнем стриме. Все почему? Потому что Lego засылала мне данный набор. Это, кстати, один из последних наборов, который я получил, и больше, наверное, в ближайшее время не будет. Lego, выслав набор на обзор, следом выслали наклейку. Наклейку со словами, что, ребята, поменяйте наклейки, там какой-то косячок был. Косячок вместе с вами мы нашли на стриме, точнее даже не на стриме, а уже после стрима в Телеграме. Скорее всего, 99% из вас ничего не найдет, но все-таки есть такие ребята, которые смогли отыскать. И проблема была в том, что в слове Макларен в букве А, дырочка в букве А смещена немножко в сторону. Такой вот незаметный косячок в печати произошел, из-за него поменяли наклейки. Думаете, на этом закончилась эпопея с наклейками? Нет. Все дело в том, что колеса, которые в этом наборе, это по рисунку протектора не слики, а типа дождевая резина. А для дождевой резины маркировка P0 не предусмотрена. Там маркировка другая идет, совершенно другой бренд. Вот этот косяк, по-моему, даже не исправили. Ладно, давайте сейчас начну собирать, и по ходу сборки мы с вами посмотрим, что тут у нас интересного есть. По инструкции что? На первой странице у нас есть оригинальная модель и модель из Lego. Опять же, можно сравнить. Дальше идет немножко информации, видимо, про чемпионат Формулы-1. Опять же, фотки реальной модели. Тут, видимо, что-то у нас говорится про новый сезон, про улучшенные какие-то характеристики машин. Это, видимо, владелец команды. А вот, кстати, дизайнер модели. Это Ларс Крок Дженсен. Не помню, дизайнером каких моделей он до этого был. Вот. Сама модель собирается в 4 этапа. Представляете, в книжке даже в книжке нет листа с демонстрацией функций модели. По деталям что могу сказать? Здесь появилось много синих деталей, которых раньше в синем не было. Маленькая закругленная панель, большие панели, которые в Макларене в вертолете Оспри появились. Далее появились новые панели, которые мы можем увидеть на крыльях, на передних и на заднем спойлере. Появились черные N-образные рамки-косточки, потом черный коннектор Y-образный, как звезда Мерседеса. Также большая длинная рамка 3х19. Очень интересная деталь для постройки больших жестких конструкций. Вот, амортизаторы здесь 4 желтых жестких, обычно один дифференциал и 6-поршневой двигатель. Еще здесь много появилось деталей в оранжевом цвете, которых раньше не было. Например, рамка 5х7, оранжевые коннекторы, например, тонкие. Не коннекторы, а лифтармы тонкие, 1х2. Вот таких, вот вообще их таких не было. Лифтарм тонкий с пином 1х3 тоже появился. Потом рычаг подвески в оранжевом появился, его не было.
Да, окей, давайте поехали собирать. Начинаю первый этап сборки. Вскрыл я пакеты под номером 1. Давайте посмотрим. Коротко дам комментарий. Значит, почти все трансмиссионные детали, а это и дифференциал, и двигатель V6, ну и задние ступицы простые с приводом. Также здесь такая редкая деталь, как черная лопасть от Bell Osprey. Ну, она встречалась у нас еще в Ferrari 42-125 и встречалась в лаймовой ламбе. Подвеска с такими рычагами всегда очень красиво выглядит, и не менее красиво она работает. Закончен первый этап сборки. Вот такой вот подрамник, шасси и мотор. Все в одном. Тут дифференциал стоит. Понятно, что нужно вращать за сам корпус дифференциала. И видим, что 6 поршней двигаются. Двигаем рычаги вместе со ступицей вверх. Угловой элемент, он посредством толкания тягой давит на амортизатор, сжимает амортизатор. Это, кстати говоря, подвеска типа push rod, где амортизатор сжимается, толкается. Есть еще подвеска типа pull rod. Это когда при сжатии, при поднятии ступицы у нас происходит не сжатие амортизатора, а наоборот его растяжение. Ну или растяжение пружины, если даже правильно сказать. Вот. Такое в Lego невозможно, потому что, в принципе, все элементы жесткости, упругие элементы, они рассчитаны именно на сжатие, а не растяжение. На втором этапе сборки нам встречается абсолютно новая деталь. Одно крепежное крестовое отверстие. Эта панель вполне может быть продолжением. Это все вот единая линия, которая может быть реализована в какой-то модели. Кстати, по углу. Угол, кстати, вот совпадает, смотрите. То есть можно вот так вот закрывать у нас вот эту панель, делать полностью закрытой. Итак, набор собран, но прежде чем мы продолжим обзор, следует вспомнить, что в 2013 году выходил аналогичный набор 4200 Grand Prix Champion. Здесь 1141 деталь, и он стоил на момент выхода $129. Это не лицензированная, а некая абстрактная модель Формулы-1. Я даже не знаю, какого года техрегламента, если вы знаете, напишите в комментариях. На момент выхода она отличалась возвращением в строй вот редких вот этих покрышек диаметром 81 мм. До этого они, по-моему, только в серии Racers были. И появлением вот подобных ступиц. Таких и сзади, которые неповоротные. Кстати, эти покрышки довольно реалистичны, и их можно использовать в гражданских автомобилях, ввиду того, что есть высокий профиль и относительно они узкие. Хотя, конечно, все равно еще широкие, если сравнивать с обычными легковыми автомобилями. Из функций здесь подвеска формульная на таких вот специфических рычагах, как спереди, так и сзади. Жесткие амортизаторы типа push-rod подвеска. Рулевая система с работой как от хога, так и от руля. Есть двигатель V8, который приводится от задней оси через дифференциал. И немаловажно, что здесь есть доп-функции, о которых сейчас уже Lego иногда забывает. Они работали вот таким вот образом. Причем здесь есть рычаг управления коробкой передач с раздаткой. Вот такая желтая штучка. Смотрите, одна функция у нас это открытие вот этого кожуха двигателя, я не знаю, как обтекатель двигателя, где мы можем видеть, собственно говоря, V8 двигатель и некую детализацию в виде вот таких вот переплетений выхлопных труб. Это вот эти вот оси и вот выхлопные трубы назад. Смотрится на самом деле прикольно. И смотрите, переключаем коробку передач, и теперь у нас эта крутилка управляет углом атаки заднего спойлера. То есть он переходит в режим ДРС, не ДРС, было ли тогда это или не было, но вот суть в этом. И смотрите, отмечу, что здесь есть еще такие крепления. Сюда вешался большой батарейный блок Power Functions, подключался 1М мотор, и вот эти две функции дополнительные, как изменение угла атаки и подъем кожуха, уже выполняли за счет М мотора и переключения коробки. Помимо стандартных деталей, это ступицы, амортизаторы, рычаги формульной подвески, которые, к слову, очень специфичные, и собрать на них какую-то легковую машину довольно непросто. Также здесь были не свойственные уже текущим каким-то гоночным моделям 3 малых актуатора, 2 из которых поднимают кожух двигателя и 1 регулирует угол атаки. Детали коробки передач, как минимум двухскоростной. Цветовая гамма в основном бело-красная. На сегодня набор можно купить на Авито. Цены начинаются, по-моему, от 3500. Не знаю, сейчас, может быть, индексацию провели уже продавцы. В любом случае, набор будет отличным дополнением к вашей коллекции деталей, за одним исключением.
вот этот весь белый цвет со временем желтеет, и я не знаю, как нужно хранить модель, чтобы она не желтела. Даже хранение ее в шкафу вдали от подоконника не всегда спасает. Есть, конечно, способы отбеливания, но, насколько я знаю, они могут быть временными. Поэтому сразу смотрите, нужно ли вам это или не нужно. Но в любом случае, еще раз повторюсь, это очень недорогой ресурсник деталей. Итак, по сборке отметить чего-то супер интересного не могу, к сожалению. Для тех, кто собирал 4200, сборка вообще ничего нового, наверное, не даст. Я серьезно, наборы во многом схожи с точки зрения того, как реализованы здесь функции. Ну, понятно, мы убираем коробку передач, которая здесь есть, и доп. Функции. В остальном все то же самое. И система привода, и подвеска, и рулевая система. Даже концепция вот этой носовой части, то, как здесь строятся силовые элементы с помощью рамок, она аналогичная. Абсолютно одинаково работает сжатие. Вот этот рычаг средний диагональный, он давит на систему там рычагов. И то же самое здесь. Тут уже должен начаться бухтеж по поводу того, что 42141 это просто старый набор, который подали нам в новой обертке по более высокой цене. Но если основывать это на конструкции подвески и в целом шасси, то я не вижу ничего в этом плохого. Почему бы не использовать уже проверенное, надежное решение, которое было придумано ранее в новом наборе. Тем более подросло новое поколение, да, спустя почти 10 лет появились новые фанаты Формулы-1, а старый набор уже не купить. Для примера можно вспомнить наборы обычных машин с подвеской, не знаю, 8070, 42 039, 42 077 и даже все Ultimate наборы, там Porsche, Bugatti, Lambo, у них у всех независимая подвеска сделана по одному и тому же принципу. Ничего нового там не придумали. И я могу назвать еще пачку наборов с такой же подвеской. Но это ведь не повод обвинять эти наборы в том, что они ничего нового не дают. Едем дальше. У набора 42141, конечно же, гораздо лучше проработана детализация. Отсюда много деталей Lego System, не техник, например, здесь, в носовой части, потом элементы диффузора, вот эти флажки, которые постоянно нужно поправлять. Есть даже хрупкие детали, как, например, вот этот задний фонарь, опять же, там какие-то элементы диффузора и фонарь, который вот все время таким вот образом норовит отвалиться. Кстати, эта деталь очень показательна, очень необычная. Смотрите, здесь использованы бары, даже не просто бары, а вот такая вот интересная деталь. Я, честно говоря, раньше не встречал. Мне показалось, что деталь похожа на помаду. Это не помада. С помощью таких палочек, а также обычных баров, а также вот таких вот типа плейтов с отверстиями собрана вот такая вот сложная конструкция. В нижней части Макларена есть две огромных больших рамки, собственно говоря, из-за которых здесь появились эти большие отверстия. И я думаю, что некоторые из вас попытаются встроить туда моторы и блок питания, для того, чтобы без больших переработок сделать модель дистанционно управляемой. Ну, конечно, эта модель будет ездить очень медленно, неспешно. Все-таки она огромная. Длина этой модели 65 сантиметров, и это, по-моему, даже больше, чем у Lamborghini Sian. Да, она больше. То есть, если у вас Sian помещался на полку впритык, то для Формулы-1 нужно готовить новый стеллаж. Кстати, по жесткости чудес не произошло, она по-прежнему гнется, но она гнется меньше, чем та же Ferrari. Ferrari, кстати, вообще коротыш по сравнению с Формулой-1. Ну и Формула-1 из 2013 года, она тоже меньше. Но, опять же, следует учесть, что Формула-1 сильно изменилась в размерах в последнее время в пользу увеличения длины. Ширина этих моделей одинаковая. И я думаю, что они в одном масштабе даже. Просто дело в том, что модели из разных эпох, по сути. Мы подошли к размерам и общему внешнему виду. Размеры модели, яркая цветовая гамма позволяют ей конкурировать с Ultimate наборами в качестве Display Piece. Ну, то есть полочная модель как объект привлечения внимания. Красиво сделаны крылья. Формульная подвеска из таких тонких необычных рычагов с переплетениями разных там тяг, диагональных и так далее. Зеркала, различные обтекатели, вот эти все вот. Все сделано довольно-таки интересно и даже не вызывает желания сравнить модель там с оригинальной моделью, чтобы найти какие-то изъяны.
Они, конечно, есть. Синий и оранжевый хорошо сочетаются друг с другом. В наборе много наклеек. Да, их тут целых 3 листа, 2 полноценных прямоугольных и один это круглые наклейки на диски, на колпаки. Но есть и плюс, почти все наклейки это крупные наклейки на панели. То есть мелких деталей тут, наверное, не больше десятка. Мелких наклеек имеется в виду. Наиболее сложные в поклейке наклейки, это которые клеятся вот на круглые детали. Если кто-то из вас клеил тонировочную пленку на стекла автомобиля, то примерно представляет, какие сложности могут возникнуть. Попадаются пылинки под наклейки, там пузыри. Да, не на всех колесах, но у меня где-то эти пылинки возникли, и я даже не стал снимать наклейку, потому что все уже было разглажено. Главное попасть в центр, и поэтому внимательно прицеливайтесь, посмотрите, сколько отставить от края места между наклейкой и краем детали и так далее. Сами наклейки, что оранжевые, что синие, довольно неплохо попали в тон деталей. Ну и как оказалось, это не все. Как только модель поступила в продажу по всему миру, в марте ее неожиданно отозвали, следом поменяли картинки на главном сайте Lego, и уже при рассмотрении блогерами было выявлено, что некоторые спонсоры исчезли с ливреи машины. Насколько я помню, 3 спонсора исчезли, но я могу вспомнить только 2. Это вот эта вот компания Bitchi, которая связана как-то с криптовалютами, она, по-моему, какая-то турецкая. И еще одна компания Miori Steel. Ну, понятно, что какая-то сталелитейная компания, но на самом деле это оказалась белорусская компания Миосский сталелитейный завод. Почему же они перестали быть спонсором вдруг неожиданно в марте, братья белорусы наши? Хороший вопрос, но я поторопился, конечно же, и наклеил эту наклейку. Она останется здесь. Привет белорусам! Как 18+ набор, Макларен во многом похож на Феррари прошлого года. Обе модели имеют огромные дыры снизу за счет того, что используются большие рамки, но опять же повторюсь, что через эти отверстия есть доступ к внутренностям моделей, можно даже без труда разместить там моторы. Посмотрите, здесь внизу под ковриком в ногах у пассажира есть маленькая крышка. Суть вот в чем. Вы останавливаетесь на замерзшем озере, пробуриваете дырку во льду, опускаете туда удочку, включаете светильник, устраиваетесь поудобнее и рыбачите. Ну вот мы плавно перешли к функциям, которых здесь практически нет. Подвеска, повторюсь, полностью перешла из набора 42.3.0, жесткая и короткоходная. Клиренс тут небольшой, поэтому сильно вы не сможете воспользоваться подвеской, но во всяком случае это лучше, чем у некоторых красных автомобилей. Поршневой 6-цилиндровый двигатель, он подключен к задней оси через дифференциал. Большего доступа к двигателю нет, у нас не открывается ни кожух, не снимается, не открывается. Я думаю, было бы интересно, если бы здесь сделали какие-то легко съемные элементы. Ну и третья функция — это рулевая система. Ее принцип устроен так же, как в 42.3.0. Сам руль один в один, как в том же опять наборе. Но добавились 2 наклейки на руль. Это какие-то там шкалы, переключатели режимов трансмиссии двигателя. Это хорошо все. Но тут самое главное не в этом, а в том, что они подняли руль на 1 студ выше относительно вала, который идет к рулевой рейке. То есть вал у нас идет, грубо говоря, здесь. Ось вращения руля, она немножко на 1 студ выше. Соответственно, между валами есть передача из 2 шестеренок на 8. И в этом кроется один неприятный момент. У кого есть автомобиль, особенно не новый, вспомните, когда у вас сбит сход-развал, нередко бывает, что у вас руль не отцентрован. Машина едет прямо, колеса стоят ровно прямо, но руль немножко как бы вот лево или вправо повернут. Так вот здесь из-за этих 2 шестеренок на 8 у нас нет соосности руля и колес. То есть если я ставлю колеса в прямолинейное движение, то у меня руль сейчас немножко смотрит влево. Для полочной модели, где руль единственный орган управления, который вы видите в болиде, мне кажется, это недопустимо. Вот видишь, да, он стоит как вот. Может сейчас его попытаться выровнять. Ну смотри, колеса у меня немножко вправо повернулись теперь. Сейчас я обратно выравниваю колеса, и руль уезжает. По функциям все. Коротко еще скажу про покрышки. Многие хотели, чтобы здесь были разно широкие или даже, возможно, разно великие колеса. Сзади больше, как правило, спереди меньше. Но вот смотрите, вариант с колесами от Silver Champion. Это набор, по-моему, начала 2000-х годов. Там выходило 3 Формулы-1, Silver Champion, потом BMW Williams и еще какая-то модель. Они, кстати, в том же масштабе были. Многие ожидали, что с выходом этой модели выйдут новые колеса, ну или, по крайней мере, реинкарнация старых будет. Возможно, вам нравится, но я как-то тема не проникся, меня и эти колеса вполне устраивают, тем более тумблеры, они имеют и свои преимущества для самодельщиков.
На них можно всякие вездеходы строить или другие ретро-машины. Ну что, можно уже подводить итоги. Давайте вспомним, сколько, например, в мире фанатов, ну, например, бетономешалок. Сколько фанатов у Формулы-1? Мне кажется, это самый популярный, самый раскрученный, самый престижный автоспорт. И что мне такого сказать, чтобы не вызвать гнев армии фанатов Формулы-1? Я не представляю. Меня сейчас загрызут в комментариях. Для большинства покупателей наборов Lego, Lego Техник, и как детей, так и взрослых, внешность модели, коробка чаще всего оказывается важнее, чем функциональное наполнение внутри. От тех же фанатов слышишь, что вот приходят гости, берут модель, там крутят в руках, восхищаются, как это все классно сделано. Но когда начинаешь рассказывать им, что там внутри еще коробка передач секвентальная, поршневой двигатель, подвеска, в большинстве случаев просто видишь лицо человека, который ничего не понимает, да и не хочет понимать. Я не соглашусь, что наличие функций внутри, оно как-то сильно увеличивает бюджет модели, количество деталей. Вот типичный пример, был набор 4200, там есть дополнительные функции, там меньше деталей, ну чуть хуже детализация, но в целом он интереснее как техник набор. Однако вот эта выбранная тактика, делай красивую внешку, а внутри можно не париться, она, во-первых, удешевляет производство, ускоряет процесс разработки набора, ну и, наверное, меньше требований к качеству проработки функций. Ну, вы поняли, меньше ответственность. Макларен — это прежде всего крутой сувенир для фаната автогонок. Вот эта яркая модель украсит любое помещение, будь то гараж, офис или ваша квартира. В то же время набор совсем не отражает ценности серии Lego Technic. Он подойдет для начинающих покупателей Lego, для начинающих строителей Lego Technic, у которых, может быть, еще недостаточно деталей. Те, кому хорошо провести время, там пару вечеров и потом любоваться моделью, важнее, чем то, что у них внутри. Как ресурсный набор, это скорее набор панелей, колес, функциональных деталей здесь минимум. Сочувствую тем фанатам Формулы, которые копили средства на посещение гонки Формулы-1 в Сочи в этом году. Но вот в качестве альтернативы рассмотрите покупку данного Макларена, мне кажется, он вам понравится. Ну а практичным сторонникам серии Техник советую внимательно посмотреть на список деталей и подумать, нужен ли вам этот набор. На этом все. Спасибо за внимание. Пока. Опять она отвалилась.